Мы в Кабулете. Сейчас покажу вам пляж. Вот здесь такая широкая береговая линия. Людей совсем немного. Это центральный пляж, но он как раз начинается вот примерно там, метров за 100. И вот набережная тут же начинается с дорожками. И идет в ту сторону, ну так несколько километров. Там видно, люди есть тоже, но немного. Места хватает. Спокойно можно раскладываться. Камешки. Вот тут чуть покрупнее, там помельче на входе. Такие средние, а там дальше уже глубина. Здесь почти сразу глубоко. Здесь, если выходишь, сразу улица. И по улице там, может, метров 100 проходишь, там уже начинаются магазинчики разные. Лепешки мы там покупали, сосиски в тесте, хачапури. Он такой суховатый почему-то был. Вот. Сосиска в тесте где-то около 50 рублей. Не около, а около 60, наверное, рублей. Хачапури там чуть побольше. Ну, в целом приемлемо. Kalatolskia muuta itse vielä.
хлеба, да? Ага, да. Ну, а сколько тут этого всяких лепешек. Прикольно. Почем что? Мгм. Вот тут можешь спросить. Ну, такой рыночек местный. Можно порезать. На обратном пути. Один лари это Там лар 40. арбузы, получается 33 рубля килограмм. Какой цена арбуза ваша? Арбуза какой? Ландурас. Хочешь халалби тоже есть? Хорошо, ладно. Мы сейчас сюда потом. Здесь лари 20. А у нашего дела лар 40. Угу. Перейдем здесь. Займешь собака, папа. А сегодня Меридинский хачапури, чикмирулли. Вот такой вот в каменной тарелке, даже бурлит тут. Это ЖД-станция Кабулетти, а за ней автостанция. Вроде тротуар есть, и машины стоят так, что в один ряд проходишь и все. Пробка на ровном месте просто. Вообще не пойму.
Приправы. Такой вот песик небольшой лежит. Наверное, уже начинает вот или что, или дальше. Ну, он-то же слева. Ну вот. Пришли на центральный рынок Кабулете. Такая, если все вместе. Ну да, это понятно. Угу. Даже не это, еще дальше чуть-чуть. Угу. Сыры. Цены не написаны. Да, вон Спрашивай. В личку передадут. Все подряд продается. И еда, и бытовуха, и сувениры. Идем. О, это табак. такие листья большие, крупные, да? Так, здесь фермерские продукты. Домашнее вино. Сыры. Приправу нам надо тоже купить какую-нибудь вкусную. Какие есть? Ну а что вкусно? Что ты? Что тебе? Угу. Вот тут сушеная форма. Угу. Три, что? Три Это черный чай, это зеленый банка, чай. три варят. Да, наверное. Тот 5, это 3, да? Угу. Спасибо большое. Спасибо. Нет, это просто реклама. Вино наливать можно. слушай. Можно вино наливать. Маджика не острая. А что здесь? Из чего она сделана? Это на курица, на мясо, на шашлык. Патрилари это. Вот, 7 специй. Ага.
Это что? Ну, универсальная. Униversальный. Для курицы, для... Вот аджик еще есть не у вас. Piatlari испанские. Medicinele на 5 полкило. Хмельцы, наверное, вкусные, да? Нет? Давай Ну, такую. вот это лучше. Одну? Давайте такую, да. Сколько она стоит? Уже везде блюдо, 5 лари полкило. Такой ему. Сколько надо? 3 ляри. Три. Спасибо. Целебный горный чай. А вон черничный чай. Черничный там видел уже, да. Да, и обычный. Купили персики, нектарины. Вот такой пакет 3,5 килограмм по, по-моему, по 3 лари, что ли, или 3,5. Еще купили арбуз. Арбуз по 1 ларе килограмм. Вот такой арбуз купили на рынке. Давно не видел с такой тонкой шкуркой. Осталось надеяться, что он будет вкусный. Набережная в Кабулете. Закат. Людей немного на пляже. И на набережной на самой тоже. Вот так гуляют дети, взрослые. А вот там виден Батуми. Кто-то даже еще и купается, а море теплое. А здесь играют профессионалы в теннис. У них даже стол не такой, как у всех. Стол длинный, там просто он пальцев долетает. Это фигня уже. Закину, возьми Валера, он там, в том месте, не надо, это не достанете вы его. Как будто бы ветер чуть-чуть потише стал, да? Здесь помельче, да? Да. Там вообще закрыто, видел?
А здесь покрупнее. Сегодня мы опять пришли в кафе и пробуем другие блюда. Сейчас покажу какие. Это я заказал хашламу. Вот тут мясо, бульон. Это у нас аджахури со свининой. Это суп харчо, такая большая порция. Это из супа харчо было все мясо. Ничего себе, это из супа харчо еще. Такие добавки. Так, вот такие еще баклажанчики с чесноком, остренькие. Донесли нам, ну, картошка фри. Порции очень большие. Вот. Куриный салат? Да, еще куриный салат. Так, и вот такая еще большой хачапури мигрельский с двумя сырами. Получается, один сыр внутри стандарт, ну как классический, а еще один сыр снаружи. Вот такая вот большая порция. Ну вот этот сыр, который сверху, он как будто как ну, он так заплавился, как яйцо, как омлет. Очень вкусно получается. И вот такие еще классические хачапури по-аджарски. И еще вот такие большие, огромные хинкали. Сонь, ты что, съешь все эти 3 хинкали? 4? Нет? Наверное, да. Ну ладно, я один у тебя возьму, попробую. Сегодня приехали на пляж у реки. Тут черный песок. На таком песке мы в том году отдыхали. Как мне показалось, в этом году поменьше здесь людей. Сейчас покажу. Ну, в том году, по-моему, здесь побольше было. Вот. Ну, море теплое, вода теплая. Чуть-чуть волнуется, но при этом чистая. Вот такой у нас лагерь. Поели шаурму. Ты что, уже все съел, Дань? Не, заметил. Обалдеть.
сегодня купили на рыбном рынке рыбу свежую. Ее, правда, уже нам почистили, даже порезали. Так, это у нас, что это? Это лосось. Причем не турецкий, а именно пойманный рыбаками грузинскими. Так, это еще нам дали вот такой кусочек икры кефали. Вот это для ухи. Так, там у нас для ухи. О, еще барабулька. Вот такую барабульку мы уже ее в муке обваляли. И вот это что? А, это форель, да. Ну это такая тоже морская форель. Казалось, что это не разведенная в этих питомниках. Причем мы у нее покупали уже в том году у этой женщины. Это рыночек около поселка Уреки, не доезжая Уреки. Вот мы опять съездили в этом году и купили опять же у этой женщины рыбу. Опять нам сделала скидку на вот эту всю барабульку. Она нам просто подарила. Ладно, надо перевернуть. Барабулька тоже морская, не разведенная. Питомника. Лосось и форель и барабулька. Сегодня последний день нашего купания в Грузии в этом году. Мы приехали на пляж, поселок Шиквитили. Вот такой здесь песочный пляж. Как раз Табурети заканчивается, там несколько километров, ну не могу точно сказать, может 3-4. И вот этот поселок начинается, и здесь уже получается песочный пляж, мелкий вход. Вот там, ну, можно далеко еще идти, вон даже такие вот островки еще суши, ну не суши, а это, ну, мелководье. И получается вот тут вот этот отель, видно параграф, да. Я в том году до него долетал на дроне, только с той стороны. Мы потому что отдыхали как раз с той стороне. Вот. А сейчас мы просто приехали, здесь вот такой вот сосновый бор. Мы просто поставили там машину. Просто тут за бугорком не видно. Буквально тут пройти не получается. Несколько шагов. И вот водичка, конечно, здесь, я не знаю, самая теплая из всех дней, когда мы купались, наверное. Но мне так кажется. И самая прям чистая. Вот здесь начинаются мелкие камешки, типа с ракушками перемолотыми, а дальше песок. Вот. Очень теплая вода, чистая. Хороший денек.